Бывшая солгала в суде ради алиментов и потеряла все, даже Netflix. История Reddit. Предыстория. Мы с моей бывшей были в разлуке уже 3 месяца. Я продолжал предлагать ей варианты соглашения о разводе, пытаясь найти то, что она могла бы принять, кроме вернуть ее и вернуться, чтобы снова стать для нее половичком. Я хорошо разбираюсь в юридических документах и очень быстро понял, что как бы мне не хотелось просто сжечь все и исчезнуть, с юридической точки зрения я скорее всего буду платить алименты, а она имеет право на справедливую долю всего. Но так как у нас штат без вины и без гендерных предпочтений, это означало именно честную долю. Было ясно, что юридически мне не одобрят соглашение, которое будет сильно перекошено в ее сторону, поэтому я продолжал предлагать и отправлять возможные варианты раздела имущества каждые пару дней в течение нескольких месяцев. Она возражала против всего, что хоть как-то возлагало на нее какую-либо ответственность, против всего, что оставляло ей что-то ценное вне ее рук. Каждый раз, когда я спрашивал ее, какие условия ее устроят, она просто переводила разговор на что-то другое. Вскоре я понял, что мне понадобится документальное подтверждение, поэтому все перешло в формат электронной переписки. Все это время я также понимал, что суд назначит алименты супруге, поэтому не было смысла просто лишить ее финансовой поддержки. Но на тот момент я уже не был человеком, об которого можно вытирать ноги. И я перевел свой депозит и зарплату на отдельный счет, продолжал перечислять ей еженедельно деньги и оплачивать счета. Но мое окончательное предложение в этот период было крайне несбалансированным. Разделить машины по одной на каждого. Я готов был взять на себя все долги, включая ее студенческий кредит. Ежемесячно выплачивать ей по 3-4 тысячи долларов в течение года, чтобы она могла встать на ноги. Также она получала все остальное имущество. По итогам этого предложения я бы ушел со своей машиной, собаками, некоторыми инструментами и одеждой. Ей это не подошло, для нее это недостаточно хорошо. Итак, мы подошли к самой сути истории. Через 3 месяца я наконец-то уговорил ее согласиться на медиатора, так как мы никуда не продвигаемся. Она приходит на первую встречу, это первый раз, когда мы видимся за долгое время, второй раз с момента расставания. И вот медиатор начал с правил посредничества и соглашений, которые нужно было подписать. Я подписываю без проблем. Она колебалась, но в конце концов тоже подписала. Одно из важных условий заключалось в том, что мы соглашались не подавать никаких других юридических документов. Мы должны были прийти к соглашению, и посредник подавал бы окончательные судебные документы от имени нас обоих, чтобы оформить развод. Медиатор начал задавать базовые вопросы, и на каждый вопрос, заданный любому из нас, приводил к тому, что моя бывшая начинала нести какую-то чушь, не относящуюся к делу, пытаясь эмоционально манипулировать мной и им. Я делаю все возможное, чтобы игнорировать ее бредовые отступления, и отвечаю только посреднику. Кульминацией стало то, что она буквально залезла на огромный стол, чтобы прижать свое лицо к моему, чтобы заставить меня смотреть на нее и слушать ее бред. В этот момент медиатор прекратил заседание. Он напомнил ей о правилах, с которыми она согласилась, дал нам задание для выполнения и попросил нас записаться на следующую встречу у его помощника через 2 недели. Через 3 дня я получаю повестку в суд на слушание по делу о супружеской поддержке. В повестке указано, что моя бывшая жена утверждает, будто за 3 месяца она получила от меня всего $130. О боже, это совершенно не соответствует действительности и вдобавок нарушает условия медиации. В итоге я участвую в телефонной конференции с бывшей женой и медиатором, который говорит ей, что она должна отозвать иск, иначе медиация не может продолжаться. Она, как всегда, упрямо настаивает, что знает свои права. Поэтому посредник прекращает свое участие, выписывает нам чеки на возврат денег за вычетом уже отработанного времени и уходит со сцены. Я начинаю готовиться к слушанию. Я распечатываю банковские выписки за 3 месяца и выделяю каждый денежный перевод, каждый счет, оплаченный от ее имени, каждое снятие наличных с ее карты. Более 100 счетов за платные дороги, которые я получил от нее, потому что она ездила по скоростной полосе, так что мне прислали по почте повышенную плату по номеру машины. В итоге $13 тысяч с копейками. Ты там парочку нулей пропустила в своей жалобе, дорогая, подумал я.
Моя окончательная стопка бумаг была довольно толстой, поэтому я составил и распечатал сводную таблицу Excel как титульный лист. Я также еще раз посмотрел правила выплаты алиментов супругу. Это 40% от разницы между доходом того, кто получает больше, и того, кто получает меньше. И есть небольшая свобода маневра, но в целом все просто. С учетом ее счетов она в настоящее время получала до 70% моей зарплаты. Это слушание было хорошей вещью, не таким хорошим и быстрым решением, как у медиатора, но тут я вряд ли бы оказался в еще худшей ситуации. Не говоря уже о том, что я мечтал, как она узнает, к чему может привести ложь в судебных документах. И вот наступает день суда. Я прихожу в суд и жду в коридоре перед отделом семейного права. Она появляется и плюхается рядом со мной, чтобы снова начать на меня наезжать. Я пытаюсь ее игнорировать. Чтобы не вступать в разговор, я начинаю записывать ее бред на задней обложке своей папки с бумагами. В конце концов, она понимает, что я делаю, и заканчивает свою тираду словами: «Ага, ты, значит, записываешь, что я говорю, чтобы твои друзья меня возненавидели, да?» «И мне нужны дополнительные аргументы для этого», – подумал я. Она фыркает, пересаживается на пару кресел дальше и молчит все остальное время, пока мы ждем. Наконец-то появляется судебный пристав. Не судья, а просто человек, уполномоченный вести дело, поскольку это простой и понятный судебный процесс. И мы, наконец, заходим. Пристав начинает с юридических речей, бла-бла, а затем спрашивает мою бывшую, есть ли у нее что-нибудь добавить к жалобе. Она начинает бурную, эмоциональную речь, перечисляя все мои плохие качества, некоторые из которых действительно были правдой. Как я был жесток, пытаясь развестись с ней, и как мне явно не нужны были деньги, которые я зарабатываю. Потому что он все равно будет жить где-нибудь просто и дешево. Да, это ее слова. Судебный пристав возвращается к реальности, как человек, спускающийся с кухонного стола после того, как увидела пробегавшую крысу. Она спрашивает меня, есть ли у меня что-нибудь, что я хотел бы сказать. Она видит стопку бумаг и смотрит на нее, пока говорит. Я передаю ей стопку, говорю сотруднику, что сводная таблица сверху должна помочь прояснить финансовые моменты, и просто начинаю устно перечислять все пункты. На каждом из них моя бывшая перебивает меня, чтобы объяснить, почему этот пункт не должен учитываться. Каждый, без исключения, чертов пункт. Офицер все время просит ее перестать перебивать, но безрезультатно. Наконец-то мы заканчиваем этот список. Офицер слегка качает головой и говорит: «Мистер Ян, этот судебный процесс призван обеспечить, чтобы обе стороны поступали правильно. Так что все вот это...» Она делает жест, охватывающий стопку бумаг. «Должно прекратиться прямо сейчас. Мы будем удерживать из вашей зарплаты сумму, установленную законом, и отправлять ее ей». Я знал, что это победа. Я знал, что так и будет. Она нет. Она сидела там, самодовольно улыбаясь, пока мы занимались расчетами. Я попросил внести пару корректировок, оставить сумму ее платежа за машину, потому что я был созаемщиком и хотел быть уверен, что счет будет оплачен. Я ожидал, что она откажется платить или просто потратит слишком много денег на другие вещи и не сможет заплатить, а я не хотел давать ей возможность испортить мою кредитную историю. Офицер согласилась. Затем я попросил сохранить сумму страхового платежа по той же причине. Офицер также согласилась. Моя бывшая продолжала самодовольно улыбаться. Я знаю, что она была в восторге от идеи получить чек напрямую из суда. Это бы мне показало. В конце концов все было готово. Мы получили итоговые суммы, подписали документы, я передал чек на первый платеж, и офицер встала, чтобы сделать копии всего. Я спросил, могу ли я подождать в другой комнате, пока она это делает, и получил согласие с легким косым взглядом на мою бывшую. Я получил свои документы первым, и офицер сказала, ей может потребоваться несколько минут, чтобы получить свои документы, но вы можете идти. Я понял намек и сразу ушел. Я все равно припарковался в нескольких кварталах отсюда. Я сел в машину и сразу позвонил своему оператору мобильной связи и отключил ее телефон. Оператор спросил меня, она хочет подключить свой собственный тарифный план? Я не могу ответить на этот вопрос. Я выполняю постановление суда об удалении ее из моих счетов. Хорошо. Я пошел по списку и отключил остальные подписки, за которые платил и которыми она пользовалась.
У меня даже были перед глазами счета из суда с номерами аккаунтов и номерами службы поддержки клиентов. Я закончил и ехал домой, когда она начала засыпать мой телефон входящими электронными письмами с требованием объяснить, что я делаю. Затем пришли сообщения с телефона ее сестры. Затем звонки. Я просто ухмыльнулся и не ответил ни на один из них. Примерно через час она перестала и дала мне несколько часов тишины. Затем пришло письмо, написанное заглавными буквами со скриншотом сообщения о неактивном аккаунте Netflix. О боже, даже Netflix! Признаюсь, я получил море удовольствия. Но на этом все не закончилось. Через месяц, когда она поняла, насколько меньше получает от меня после победы в суде, она подала апелляцию. Она была отклонена из-за отсутствия оснований. Еще через месяц она подала жалобу, что якобы я не платил за ее машину. Это был просто повод, чтобы попасть в суд. Я платил, и я был уверен, что даже если бы не платил, она не знала, как зайти в аккаунт по этому кредиту. Хотя по закону могла, но ей никогда не было интересно разобраться в этом. К этому моменту у меня уже был адвокат, и мы оба пошли в суд. Она собиралась присоединиться по телефону. Офицер сделала паузу перед звонком и сказал моему адвокату: «Эта дама еще тот экземпляр. Подтверждение этого утверждения навсегда останется со мной». Звонок, как и ожидалось, прошел предсказуемо. Моя бывшая высказывала не имеющий отношения к делу свой бред. Офицер все время ее перебивал. Наконец он просит мою бывшую предоставить доказательства того, что я не платил за машину, в то время как у нее на руках выписки и фотографии чеков, подтверждающие, что я плачу. Моя бывшая почти кричит: «Я просто знаю, что он не платит, чтобы причинить мне боль». Офицер отвечает: «У меня есть доказательства, что он платит и выполняет свои обязательства по кредиту. Ваша жалоба отклонена. Спасибо». И бросает трубку. В итоге развод занял еще 10 месяцев. Было еще много безумств, ее новичок-адвокат получил жесткий урок, а я ушел с еще меньшей алиментной выплатой, чем супружеская поддержка, и только примерно с 60% долга. В результате, единственное, о чем я жалею, это потеря своих собак. Одна из них, безусловно, уже превысила предельный возраст, другая находится в этом диапазоне. Я все еще скучаю по ним и надеюсь, что им уделяют достаточно времени и заботы. На этом история героя окончена. Это не просто рассказ о разводе, это история о том, как правда, терпение и пачка чеков могут победить ложь, манипуляции и самодовольство. А теперь гриб замолкает, пламя костра еще трещит, ночь становится глубже, а ты все еще сидишь, переваривая услышанное. Он написал, гриб рассказал, а ты услышал, и теперь эта история живет в тебе. Спасибо, что дослушали до конца. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие реальные истории Reddit. А гриб будет ждать вас у костра с новыми тайнами, с новыми голосами, с новыми шрамами. Всего хорошего. Пока.